Я бы хотела уточнить, как ты считаешь, чья это вообще ответственность в том, что ты рисовала символы, сжигала маски? Ответственно, да, ответственность на мне, конечно. Это лицефрианская система, это целеназор. Он тоже, он должен, потому что я чувствую, так перекидывать карму, это не по-честному. Но чье Ну да, было, чье было решение вот это вот все принять, сделать это? но это мое. Алло, а тогда вот скажи, вот мы, ну, вот, такие две ситуации, да, вот взяли, что вот твоя работа с Надеждой по Ага, рисованию символов и сжигание масок. Вот что да. ты хочешь на нашем сеансе вот с этими вот ситуациями сделать? Я хочу вообще отменить какие-либо просмотры этого Ильи. Вообще хочу отменить. Сжигание масок хочу отменить. И вообще вот самое первое вот это соприкосновение с ним. Конечно, это было бы очень сложно. Он там очень так о себе так афишировал. Я Сталин, я Сталин. И как-то, да. То есть я хочу полностью отменить ситуацию, где я подписалась на его канал. Я осознала, что я сама допустила такой хаос, такую дисгармонию в своем пространстве. Вот, например, что произошло недавно. Это вообще на меня не похоже, чтобы я так, ну, по-глупому совсем. Вот на меня сейчас вешают долги. Это очень большие деньги. И я не знаю, смогу ли я рассчитаться, если они все это на меня повешают. То есть, Ты хочешь убрать воздействие, правильно да, я тебя понимаю? да. Вот А это если воздействие, это есть вот гипноз. этот момент гипноза, убрать его, то есть рассмотреть? Да, рассмотреть. И вот отследить, вот рассмотреть, где оно появилось. Я это Мгм. осознаю, что это связано с этим Ильей. Это был что ни на есть самая это секта такая. И вот и вела себя я так, как под каким-то Скажи, гипнозом пожалуйста, все эти еще годы. такой вопрос. Было ли в твоей жизни моменты гипноза? Я ходила, один гипнотизер приехал из Украины, Мгм. и он был гипнотизер какой-то там, экстрасенс там. Но он меня выгнал из зала, потому сказал, что один человек, он нам мешает. Ну, например, почему-то мне идет этот нож у горла, А, ах, да, это был страх. Александр. Ой, Да, я спасибо слышу, тебе. Александр, да. Александр, он, кстати, за него я думала вот последние недели. Думаю, чего я опять про него вспоминаю, задолбал. Да. Вот я думала за 2 недели, да. Александр опять почему-то вот все время. Там тоже был гипноз. И вот это вот школа Ксении Меньшиковой, этой ведьмы. Вот я за это думала. Вот Что было на гипноз. школе Меньшиковой? Вот там был конкретный гипноз тоже, да. Это школа такая ведьмовская. И и вот мы поехали, то есть они там, оказывается, шабаш они делали, вот по этим всем, ездили местам, где жгли ведьм. И там я так поняла, что, я тоже поддалась гипнозу. Ну, Поддалась а гипнозу теперь ты самому. видишь какую-то связь? Смотри, там сжигали ведьм, там сжигают маски. Да, это шаманизм, ага. То есть это какое-то, это ненормально. Вот я открыла интернет, и вот я смотрю. Школа обучения в школе Ксения, Меньшиковой. да, это Здесь обучают магии, рунам, стихиям мгм. и таро. Да, да, Ксения да. Меньшикова, основатель и руководитель школы, автор книг по развитию Мгм. магических способностей. Мгм. Да. Цели и задачи школы – передать ученикам техники и методики, раскрывающие их способности к магии. А как ты думаешь, есть у человека врожденные способности к магии? Потому что магия – это насилие. Ну, я так вышло, что меня заинтересовал, там у нее был один такой курс, как очистить эфирное тело. Меня вот это интересовало. И вот из-за этого-то я к ним и попала. Я думала так, мне только вот это и нужно, только почистить свое эфирное тело. Смотри, А люди получилось должны уметь наоборот. читать между строк и слушать, что люди говорят. Вот у нее говорится это просто на первой странице. Вот я ввела, и сразу же оно пишет. Смотри, магическое сознание – это не дар свыше, а это результат трансформации себя посредством воли и разума. Магом может стать только тот, у кого есть воля и разум. То есть вот Мгм. здесь, где кроется
подвох. Смотри, здесь же говорится, это не дар свыше. Да. То есть это не врожденная способность человека, а человек имеет как бы две личности. Его божественное я, высшее я, его истинное я – это те качества, которыми наделен человек как представитель человечества. А магия, насилие, агрессия – это противоестественные человеку энергии, состояния разума его и проявления его действий. То есть магия, она же говорит, это результат трансформации. То есть человек соглашается на некую трансформацию через свою волю, да, обрести вот эти магические, то есть это способность к насилию. Потому что Да, я поддалась этому, да. Я сейчас опять должна, то есть мы уже, я уже много-много раз отказывалась от всего этого. Пожалуйста, алло, проследи за моей мыслью. Я хочу, чтобы ты сейчас нашла какой-то тот момент, когда ты почувствовала воздействие, гипноз, негативную энергию, страх, когда ты занималась в этой школе или когда, другими словами, была инициация, потому что сжигание масок – это инициация. Мы сейчас будем рассматривать, что происходило на тонком уровне. Но почему-то мне хочется вот сказать, вот мне То, что подсознание... хочется, то и говорит, то, что тебе приходит. Потому что я бы вообще этой магией бы не эзотерикой, не магией бы вообще, она мне как-то никогда не интересовала. Но вот оно пошло, я помню, вот сейчас почему-то вижу этот момент. Меня очень хорошо кинул этот бывший муж, это отец моей малой. И я помню, что-то он такой, я вот четко помню тот момент, то есть он что-то такое сделал, и у меня перестала идти менструация. И я почувствовала, что что-то связано с ним, потому что он очень любит, у него какие-то колдуны в Африке. Эхизоги Фицджафару. Он постоянно звонил этому колдуну из Африки. Ты подозреваешь, что этот твой бывший муж Фиц использовал против тебя магию. Да, и у меня остановилось. Что-то произошло, что-то изменилось в твоей жизни после этого. После этого меня стало вот тянуть, то есть я совсем уже стала, как не своя, стала интересоваться этой эзотерикой. Хорошо, теперь вспомни, пожалуйста, был ли... Неинтересно было, да? Вспомни, сосредоточься, пожалуйста. Угу. Вспомни тот момент, был ли такой момент посвящения или чего-то у этой в школе Меньшиковой, когда ты почувствовала чужеродное воздействие? Да, было. Это было, когда я проходила вот этот курс по очищению эфирного тела. Я почувствовала какой-то вот, то есть там нужно было Каким образом вы очищали это тело эфирное? Да, то есть она вводила нас в какой-то транс, там какой-то, то есть нужно было какие-то вот... Это была групповая? Да, это была групповая, да. Вот с того Медитация. сеанса, да, медитация, да, вот это была. И вот оттуда все и пошло, да, пошло дальше. Но до этого тоже была еще одна. Она, это Эванс, Варвара Эванс, вот она тоже, которая занималась пиявками, она тоже что-то со мной делала, я так поняла. То есть она меня и на деньги кинула, то есть я поддалась на эту аферу, сама виновата, конечно, я тоже, я виновата, что я поддалась, но у меня были действительно такие вот... И то есть я поверила, мне казалось, что я могу стать самостоятельной, то есть могу сама зарабатывать деньги. То есть она предложила стать ее партнером. Но это все так было, так, чтобы с меня деньги выкачать и все. Вот. Опять надо. Угу. Вот оттуда и пошло. А самое четко я почувствовала, когда я потеряла, то есть у меня перестала менструация. Это очень рано для меня, я еще совсем молодая была, что там 40 лет, 41, это совсем рано. Я почувствовала, что это связано с эхизоги. Что-то там произошло. Я это четко почувствовала. Алла, скажи только вот последний еще вопрос, да, как ты поймешь, что получила свой результат на нашу сессию? Что ты вот почувствуешь, узнаешь?
Я хочу попросить свое высшее я, хочу попросить прощения у высшего я, у Первотворца. В жизни хочу попросить прощения. Их я хочу, чтобы все это, чтобы отследить, что еще вот мешает, вот чтобы завершить эти все контракты, эти все взаимодействия, все эти перекиды кармы на меня, весь этот гипноз. То есть я хочу вот завершить, чтобы чтобы на эфирном плане я смогла это все сделать, чтобы у меня нету страха, я не боюсь увидеть, какая я, то есть все вот эти мои, вот это мое малодушие, вот эти страхи, мне ничего не пугает уже, мне не страшно. Самое страшное позади. Было время, когда я только начала делать сеансы, что вот, ой, как это, как-то эти программы всегда что-то во мне сидели, мешали мне полностью какие-то, и вот под этим гипнозом то есть я ощутила вот эту полную силу вот этого гипноза, я поняла раз и навсегда, что никогда, это был опыт, все эти занятия магией, там, все эти секты, вся эта наивность, это был опыт, такой ценный опыт, но больше никогда и ни за что. Ни за что я не поддамся на все эти уловки. Никогда больше, чтобы не заниматься этим. Все. Но я четко знаю, чего я хочу. Я хочу обратно к Первотворцу. Вот. Хочу обратно. И получается, вот что-то осталось, видимо, да, раз такое. Надо Ну вот как раз сегодня посмотрим, на что оно еще, где зацепка, где что, почему оно возвращается, почему оно никак не убирается. Мы это все посмотрим, все почистим. Да, мы вспомнили еще Светлана вот пришла, уже украинка. Да, она меня пригласила, я приехала к ней, и попросту я удивилась, ну, мы занимались колдовством. Я только хотела уточнить, Алла, ты сказала, что я от этих 3 ведьм уже много раз освобождалась, и они возвращаются. Это что за ведьмы, какие именно? Ну, вот это Ксения Меньшикова, потом это Аная. Почему я опять за них думаю, что я там оставила? Аная, вот это Светлана. Вот основные 3 это Аная, почему-то ведьмина изба вышла опять. Она что-то мне там хотела, ага. Но я от нее быстро думаю, нет. Конкретно, что опасно. ты там делала? Что я делала? Я хотела, чтобы она посмотрела, что у меня. Она смотрела? Да. То есть она сказала, но она четко все сказала. И я так удивилась. Как она смотрела? Как она это делала? Не знаю, как она это делает. Она просто сказала, вот оплати сеанс, потом перезвони, я тебе все скажу. Потом Это вот это, как ее, Алена Полынь? Нет, это другая. Другая С какая-то ее она. школы. То ли армянка, то ли у нее какая-то фамилия такая, то ли она цыганка, армянка, непонятно. Какой сеанс она тебе делала конкретно? Она гадалка, вот, она гадала. Оно отменяется тогда, когда находится вот эта цепочка событий. Если из этой цепочки событий кто-то или что-то выпадает, если нет четкой осознанности, к чему это относится, что произошло, какая торговля, в чем торговля была, что я получила, а что я отдала, на что я поддалась, какие программы там были задействованы, то есть какая инициация или контракт. Тогда огромная это не собака. Понятно, огромная собака. Овчарка такая огромная. Я до сих пор не очень переношу домашних животных из-за этого. Я к ним так очень так отношусь, не очень. Вроде я понимаю, их ни вины нет, это дух вселился в него какой-то. Ну, я до сих пор не перевариваю домашних ни собак, ни кошек, никого. У меня вот какой-то. Вот. И она повела к одной бабульке. Там надо было 3 дня походить, но у меня папа такой терпеть не мог этих колдунь. На 3-й день она меня не повела. У нее банка, спички. То есть она проводила спичками и бросала в банку. И в банке там она мне вот так вот снимала. А вторая мать опять повела. Это была Мадина. Только избили эти женщины. Тогда я посчитаю от 3 до 1.
ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. М, мгм. Мгм. Виктория, в эфирном пространстве. Да. Тогда на счет 3 найди эфирное тело Алоа. 1, 2, 3. Алоа. Что ты видишь? Я вижу, как огромная змея, как будто бы она соткана с каких-то разноцветных энергий, в которых идет шум такой, как будто бы разноцветные лоскутики. И как-то эти разноцветные лоскутики идут возле змеи, которая идет от сектора магии к ее голове вот так, и буквально как будто бы продавила энергосферу. И в это время я вижу, как Алуа как будто бы прячется вот так от нее. И вот здесь на уровне груди, вот где-то здесь, вот эти две полосы, вот змея черная, вот эта энергия, и вот эта разноцветная. Разноцветная разделяется и уходит в сторону, с правой стороны, в сектор интерферентов. Мгм. Ам, Виктория, считай эфирное ДНК Алоа Лейт. Да, это Алуа, но я вижу ее в том моменте, когда ее эти женщины бьют и отрывают волосы. Мгм. Отодвинь эту ситуацию и Да. найди в эфирном теле, в эфирном поле эфирное тело Алоа. Да, я вижу, она находится выше. Ее энергосфера правильной формы, а вот это воздействие от этой энергии магической, оно не такое сильное, оно просто как будто бы вот так стучится, как стучит в одну точку. Вот там, где, ну, вот с правой стороны на уровне уха, вот так, может, выше чуть-чуть. Мгм. Виктория, считай эфирное ДНК Алоа. Она Лейт. Это она. И я вижу, в области считывается чресел, а, э, как трусики такие черные, имплант. И подключка идет, четко идет подключка в сектор интерферентов. И потом под ногами вот так в сторону магии и в сторону магии. И там буквально вижу, как будто бы кто-то облизывается. То есть как бы накушался энергии и облизывается довольный. Мгм. Виктория, спроси разрешения у Алоа поработать с ней и для нее. Она мне показывает такую программу, как имплант, как будто бы вот стеклянные такие руки, которые вот так связаны такими путами. И она говорит «да», да, она разрешает. И говорит Да. «да, я разрешаю, я пойду домой», говорит. Виктория, считай, что самое большее мешает, с чего лучше нам начать. Ну, во-первых, вот эта змея, так называемая, которая как бы разделена на две части. Ее источник исходит в секторе магии, а М, и с правой стороны вот эта разноцветная полоса, как лоскуты разноцветные, которые вот так как трепещут на ветру, как будто бы, и оттуда идет шум такой, как такой балаган, знаешь, базар, скажем так, разноголосие Виктория, что такое. это за энергия, эти лоскуты разноцветные? Какова ее суть? Сейчас я посмотрю, что это.
Оно считывается, оно выглядит как будто бы такая труба, а сверху она вот эти лоскуты считывается как камуфляж. Тянется в сектор магии тоже. Оно Что считывается находится? как, я слышу, эзотерическая правда. Меньшикова прямо прозвучало. Ну, Виктория, кто находится Это в секторе магии? Я приказываю давить. вижу, проявляется дух, как такая огромная голова с рогами. Как будто бы это одето на женщину, эта голова, которая находится как будто в разноцветном, вот эти разноцветные энергии, как лоскуты. Вот. И она как-то повернута ко мне спиной, и что-то там как будто на столе то ли пишет, то ли режет. У нее нож в руке. И я вижу, что она ощутила, что я на нее смотрю, и она берет этот нож, я слышу заклинание, и она этим ножом поворачивается ко мне и высекает пятиконечную звезду. Я ее ну, рассматривала, вот так как будто держала на в таком пузыре, а потом она резко упала ну, вот туда вниз. Это Меньшикова. Мгм. Я слышу, что это Виктория, ее приказывай эгрегор. ей отвечать, что она делает в пространстве Алло. Я вижу, как какие-то энергии ей связывают руки сзади, как арест, знаешь, арестовывают. Такие черные фигуры. И у нее изо рта идет язык такой, выглядит как такой червь, белый, плотный. Из глаз такие лучи, считывает содержимо. А вот эти духи ее держат, чтобы она не говорила. Кто она? Я ей приказываю отвечать, что она делает в Что? пространстве Алло. Алуа. Да. Она показывает, и вижу, как эта змея черная, вот так она делает, просто в глаза Алуа. Пух, пух, как будто бы 2 раза, сначала в левый, а потом в правый, как эта змея как будто бы проникла в пространство. Ну, и считывается эта черная энергия как магия, насилие. И я вижу, что она притянулась на побоище. Я так и слышу, побоище. Мгм. Да. А что она делает в пространстве Алло? Для чего ей нападать на Алло? Эти 2 удара в один, во второй класс. Чтобы Я что? вижу такая группа, как будто бы люди сидят, а среди них Алуа. И Алуа как-то поднимается, она как будто бы в медитативной позе сидит. Да, очищение, типа очищения. И она вот так поднимается. Это как картина такая идет, она поднимается вверх и входит. Я слышу в пространство сознания этой школы. И там, где вот это Меньшикова что-то там как будто бы писала, и там как шкатулка такая, пух, а я вижу, что это не шкатулка, это как степлер, дырку эту сделал. Она говорит, что она ее примагничивает. Примагничивает. Для Вот это как чего? степлер дырки делает.
Она говорит к капуцианскому эгрегору власти над душой. Что это за капуцины? Да, читаю, Надо что это. посмотреть. Позже будем смотреть. Отдельно. Нет, сейчас будем посмотреть. Хорошо, тогда считаю информацию, что это за капуцины или что это за эгрегор. Какова суть? Он считывается как центр управления черной магией. Это человеческое сообщество. И там слышу цельнозоры. Цельнозоры, черноморы. И такой кружок людей. Это масоны, что ли? Я вижу, они ходят, у них ноги голые, и достоинство их так, там тоже без трусов, а сверху как будто бы такие черные покрывала или с капюшонами такие накидки, и они как-то ходят по кругу. Считывается, что Что считывается? у них как будто бы книжки какие-то в руках. Я слышу, что эти книжки – это высшие аспекты души. Доступ к высшим аспектам души человека. Они через эти магические воздействия, ну вот этот капуцианский эгрегор, он находится, считывается как центр управления. Это оно соответствует строению выводящей системы человека. Это как будто этот эгрегор магический, это как желудок, а там это как, я слышу, секретная, ну, как организм имеет секреты, да, то есть секреторная функция и секреты внутренних органов играют свою роль, а здесь оно считывается как растворяют. И они как бы впрыскивают свой дух, эту энергию, их как высшая миссия, достичь высших аспектов души и растворить, буквально как в кислоте растворяет, Что расщепить, расщепить, я слышу. И идет вот так, как надвое, сознание, отделить человека от высших аспектов души, вынудить человека действовать по принципам агрессии. Вижу буквально как будто бы извлечь из человека высшие аспекты души, принадлежность к человеческой расе, к божественному коду, то есть извлечь вот этот божественный код человечности. Виктория, как с этим эгрегором связана Алуа? Я слышу, она пришла на медитацию. Она подсоединилась именно в этой медитации. Она так и считывается, разношерстная. Вот эти разноцветные энергии. Это общий портал, оно считывается общий портал. То есть вот эта метафорическая змея, это тот портал, открытый в ее пространстве, который был открыт именно, или он воспользовался уже открытым. Фактически я вот слышу бойня. То есть во время вот этого побоища у Алуа произошел как гипнотический срыв. То есть вот это там страх насилия, и он стал таким ключевым, как магнетическим моментом, который притянул вот эту Оксану. Виктория, считай информацию, по какой причине случилось это побоище? Где это разрешение Алуа, согласие? На что оно притянулось?
Ты хочешь, чтобы я вошла в то, это оставить? Мом- Ну, Да, это отсоединись от этого, да, и войди в тот момент, когда происходило побоище. Что это такое происходило на эфирном плане? я вижу, что в эфирном плане Алуа как будто бы танцует и показывает себя. Я слышу показать себя, то есть демонстрирует свою красоту. Она очень красивая, но она как кукла, которая вертится на таком портале, который идет из сектора интерферентов. То есть она как бы М, провоцирует эту ситуацию тем, ам, чтобы навлечь на себя беду. То есть там это было подстроенное обстоятельство. Кем подстроено? Сейчас я вижу, как огромная собака как будто бы из цепи сорвалась и из сектора интерферентов. И снова слышу Вот гипноз. сектор интерферентов я приказываю проявиться. Появляется какая-то темная большая черная сущность. М, А внутри она вот эту черную сущность как будто бы одела на себя, как одежду. А внутри вот это снова проявляется эта белая плотная энергия, как червь какой-то. М, Виктория, я приказываю ему принять форму его ДНК. Этот червь выглядит как будто бы такой человечек, сильно вытянутый, с такими длинными руками, длинными ногами, которые ноги завязываются в одну, как я слышу, генетическую петлю. В сердце у этого, сейчас я посмотрю, что это такое, находится ключ. Ключ находится в секторе магии. Так, Мгм. сейчас надо поговорить с ним, кто оно такое, что это Да, такое. приказывай ему отвечать, кто он такой. Он вот так руки, так страх. Да, это страх, гипноз, страх. То есть страх, который гипнотизирует, да? Кто И хозяин этого страха, гипноза? Я у приказываю него проявиться. хвост, ноги вытянуты вот так вниз, а хвост вот так как-то очень браво так торчит и тоже тянется в сектор интерферентов. Хозяин этого. Кто хозяин? Я приказываю проявиться. Там я вижу такую картину, и сразу идет аналогия с библейским рассказом «Изгнание из рая». И я вижу, как девушку, женщину молодую, как будто бы кто-то бьет именно вот этой белой штукой и гонит ее, гонит. Считывается алуа. Также я слышу непослушание. Чему непослушание? Почему? Слушай, Эм, ну, оно ведет вот так. Гордыня, непослушание конам всесвіту. Изгнание из рая. и что привело к этому знанию Израиля? Что стало причиной? Буквально это выглядит, как будто она с такой какой-то яростью кусает что-то большое черное, вот разворачивается, и там такая черная штука, и она ее кусает. Так, а что это считывается вот эта штука черная, как магия, насилие, эгрегор подчинения, и там вот это шипит змея, договор. Я слышу договор страсти. Виктория, всем А, сторонам этого договора
Я приказываю проявиться. Вижу какое-то древнее место. Алуатом в виде девушки, которая несет на плече такой длинный красивый кувшин с водой. И она пришла, и этот кувшин как-то возле какой-то поилки, что ли, вылила. И эта вода потекла по такому деревянному, по такой штуке деревянной. И вдруг она останавливается и вот так смотрит, а там кто-то такой черный идет, как будто бы приближается, как на горизонте, и так очень быстро приближается. Она так смотрит. Мгм. И кто он Красиво такой? очень одета. У нее даже какая-то прозрачная шелковая штука есть. И когда происходит заключение этого договора страсти? Что происходило на физике? Но мне интересно, почему это событие происходит возле правой ноги. И сейчас надо посмотреть, было ли это навязанным воспоминанием или это действительно, потому что что-то меня тут не беспокоит, скажем так. Мгм. Обычно события, они, я вижу в другом месте. То есть Смотри, события это сейчас. истинное событие или навязанное? Я слышу навязанная память. Кем Эгрегор навязано? искаженной памяти. Он имеет отношение к сектору магии. Там какой-то появляется, я слышу символ, но я еще его не вижу. И вижу, из сектора магии выходит такой серого цвета символ, как будто бы из портала выходит. И я слышу цельнозор. Мгм. Да. Да. И кто хозяин этого символа? Я приказываю появиться. Я вижу, появляется экран квадратный. На этом квадрате, в экране сидит Илья Мамаев, и у него голый торс, и у него к соскам привязаны такие же вот эти белые гипнотические связи к его соскам из сектора интерферента. Так. А со спины идут такие, как будто бы его спину вот так вот таким треугольником потянули, растянули. Черная такая, как треугольник такой появляется. И я вижу, что он один из черноморов. То есть черноморов, он не один черномор, а считывается, что это, я слышу, комплекс задач Кремля. Виктория, приказываем отвечать, что он делает с пространством Алло. Он говорит, что подчиняет войне, подчиняет эгрегору власти Кремля, так и говорит. Для чего? Он говорит, что ему нужна ее душа. И очень сильно вот как будто бы из него вылез какой-то дух. Ты спрашиваешь, а это выглядит в эфирном плане, как будто бы ты его придавила чем-то. И как из жука лезет с него, все вылазит, как внутренности. Вот эти белые подключки, потом какие-то рога, клешни такие. Это как жук, как навозный жук. Мгм. Приказываем отвечать, кто он такой. Он считывается как дух люциферианской власти Кремля. В чем его суть? Я вижу, идет вот так вот, как разорвать, на части разорвать. Я слышу разорвать, уничтожить и добыть.
энергию власти. Вот это код высшего аспекта души. Буквально это вижу как Чувствуем. такой шарик, который вот выходит, когда идет вот это взаимодействие с магическими этими энергиями, то получается, что теряется вот это божественный код души. И он вот так выходит и оказывается в руках у этих черноморов. Они вокруг ходят, а эта энергия, она, я слышу, сокровенная душа, сокровенный код. Это такое, что к нему нельзя прикасаться, нельзя на это смотреть. Это личное достояние и код, который никто не должен знать. Но они вот так ходят кругом, вот так против часовой стрелки, в этих капюшонах с голыми ногами. И эти писюны у них там, как колокольчики. И вот они ходят, а эта душа божественная постепенно опускается, вот этот код души опускается постепенно в портал, над которым они вот это все делают. А этот портал вот выглядит как будто бы, извиняюсь за подробности, оно так и считывается, как анус, а они вокруг этого ходят. А для чего им именно этот код души? Я вижу, что у всех них сверху их головы вот этот как баран считывается, вот эта голова с рогами. Черный дух капуцинов. А почему это капуцины? Дух капуцинов, их идеология – это разрушение, и это деволюция человеческого сознания. И оно считывается путь в никуда. Виктория, посчитайте, зачем им душа Алоа? Ну, он разъярился и кричит, что ему нужна душа всех. И показывает, ну, вижу, что это выглядит как сетка, как будто бы кто-то, вот, знаешь, бросил сетку, как рыболовную сетку, а на этой сетке такие есть какие-то узелочки. И эта сетка вот так как бы залавливает. И уже на эти, как крючочки, я вижу, они вытягивают, а там уже эти светящиеся души. То есть это код душ. Виктория, а когда Алоа попала на этот крючок, что происходило на физическом плане? Я услышала детский крик, рождение. А что это и делают? Посмотри, что идет. М. Я вижу, что когда она родилась, то это выглядит, что как будто бы, где у нее промежность, кто-то как будто бы каким-то предметом таким странным, как будто бы, ну, я знаю, в Африке есть такие народы, которые как бы а, уничтожают вот эту женскую природу. А, Клитор сказал. Да, вот это так выглядит, как будто бы это камнем ей это там стесывают. Это было на физическом плане или на эфире? Нет, это было на физическом плане. И В другом она рукой воплощении? вот так, возможно, она рукой хватается вот так за это место и прямо так и кричит. Ну, ей там лет 12, наверное. Довольно такая девочка уже большая. И она так и кричит: "У меня нет клитора". И Виктория, это а в этот сейчас я да.
В чем суть этого действия? Для чего? Этого ритуала я слышу, Да. что уничтожить чувственность а, к своей душе, уничтожить связь именно с вот этим божественным кодом человеческой природы и с божественным кодом, с этой сокровенной своей неизменной частью. Что происходило на эфирном плане, когда это делала? Целовала? Какой-то контракт идет. Я вижу, что она приходит как будто бы к этому рогатому, как бык сидит. Ваал. Так капуцины поклоняются Ваалу. Кремль тоже Ваалу поклоняется. У нее же это на уровне политической власти, это же все открыто. Богу смерти, Богу войны они поклоняются. Вот оно откуда. И она приходит, вот я вижу, к этому Ваалу. Баал. Я слышу Баал. Ну, это одно и то же. И она говорит, что вот она берет, вот там, где ее болит, и вот эта черная магическая энергия, воздействие, и она вот так приносит и говорит, что она принесла ему свою девственность, чувственность, свою судьбу. И она показывает, что именно это послужило, я вижу вот эта череда вот этих воплощений, и эти мужчины, которые как бы насильники. Говоря, почему она к нему пришла и принесла ему? Здесь самая первая В причина. секторе магии Пришел. я вижу, там сидит женщина в каком-то платке. Ну, это какое-то было, я не знаю, что это. Она не выглядит, эта женщина, к которой она пришла, на нормальную женщину. Она выглядит, эта женщина полуголая, старая, полуголая, очень некрасивая. И разукрашена какие-то на ней краской нарисованы какие-то символы, знаки на ней. Губы у нее такие большие, толстые. Волосы как-то собраны в пучок в такой. Похоже на какого-то недоразвитого человека с маленьким лбом. Почему Аллах к ней пришла? Она к ней не пришла, она у нее находится в секторе магии. А, Тогда приказы отвечать, кто она такая. Я вижу, что это программа. Это она считывается как мать капуцинов. То есть она какая-то как будто бы женщина, такая бесформенная, огрядная, как бы недоразвитая какая-то, как будто бы из какого-то дикого племени. Ну да, голая, у нее торс голый, какие-то там, типа вот здесь, какие-то штуки, которые как-то какой-то звук выдают. То ли палочки, то ли как бамбук какой-то. Они звук какой-то, ну, друг от друга как трутся вот так и издают какой-то звук. Она в этой, ну, как набедренная повязка типа. В чем суть этой программы? Мать Она капуцинов. считывается мать капуцинов. Буквально я слышу женщина-придурок. Кто хозяин этой программы, кто разрабатывает проект. Пренебрежительная. Это вот эта установка, пренебрежительное отношение к женщине. И я вижу, что это считывается как культ безразличия к женской судьбе. И я вижу, что это часть этого эгрегора магического. Вот там кто-то гадает на карты. Приказываем.
отвечать, кто он такой? Это какая-то женщина. Кто она такая? Какая-то таристка, говорит таристка. Что она делает в пространстве Аллаха? Она говорит, предугадываю судьбу. Сейчас я приказываю ей отвечать, кто она такая. Вот избушка на курьих ножках. Это вот Здесь эта она есть, да? чистильщица, да? Вот она, вот я вижу, да, разглядываю ее. Да, действительно какой-то национальности такой. То ли узбечка, то ли вот так вот выглядит. На что она Черный. притянулась? Я вижу, как Алуа пытается отвязать вот этот эгрегор. У нее связь, вот она чувствует вот этот к нижним чакрам. И вот эти мужья, мужчины ее, и вот это насилие, она пытается от этого очиститься. Но вот эти программы привели ее к таким же, то есть если не включать осознанность, если не знать, что есть что, то вот она и пришла к таким же колдунам. Виктория, а где самое первое основное событие, самое первое решение Аллаха связаться с этим эгрегором? Ну, это решение такое, громко звучит. Я вижу, что это все притянулось снова, эта собака, которая гавкает. Я вижу, что это оно притянулось на это событие. То есть это цепочка одних и тех же событий, но как-то ускользает именно тот момент рождения, потому что момент рождения сразу как бы натягивает вот эту историю с, я слышу, с отчленением клитора. То ли это навязанная программа воспоминания. Оно похоже, Считаю. что это навязанное воспоминание, которое, потому что все оно находится вот в секторе. Нет, это реальность, это было. И снова я вижу эту девочку. Похоже, что это было действительно в каком-то воплощении, но это усилилось именно из-за воздействия этих магов. Да, я вот смотрю и передаю информацию Алуа и говорю, хочет ли она отменить это воздействие и ее решение заказывать этот сеанс у этой женщины. Она Таристы, говорит, таристы. я хочу. И я вижу, как она берет и как будто бы веревочку потянула, и вот так руки ее как будто бы болят. Она веревочку вот здесь потянула, а с рук как будто бы сняла эту веревку. Я думаю, что нам нужно просто пройтись по аспектам, чтобы мы не блуждали Мгм. по этим А, э, а может быть, иллюзиям. давай зайдем в ту ситуацию с собакой и посмотрим, что происходило на эфирном плане? Да, сейчас отсоединиться от этих, потому что вот это Отсоединись от все очень всего, много всего, знаешь, это так трудно очень отсоединись, работать. отсоединись от всего, поднимаемся в самый верх, очищай пространство Мгм. и Да, зайди в Алуа тот момент. говорит, она укусила меня и показывает, вот так как-то развернула, и показывает, она вся такая, как бы прозрачная, как эфирное тело, а там, где правая нога, как черный сапожек такой. И она говорит, она укусила меня. И я вижу, что энергетические потоки черные, и они ведут в сектор магии и в сектор интерферентов. А в секторе магии снова эта женщина сидит. И снова я слышу, что материнские инстинкты. Когда впервые они появились?
в пространстве. Да. Я слышу, от матери вот это идет. Я ненавижу тебя. Вот оно сейчас проявилось. Именно когда родилась девочка. И я вижу, что ее желанием, вероятно, было родить мальчика, потому что она вот так как будто бы камнем, считывается как кремнием, да, прошлась по ее промежности. Я передаю Алуа этому ребеночку, что на самом деле она может сейчас отменить ее решение поддаваться материнскому этим программам, инстинкту, что сейчас она передает в ее прошлое любовь, заботу. И я вижу, что Алуа как будто бы проходит весь процесс воплощения, зарождения от первого момента в яйцеклетке. Она говорит, что отменяет решение быть пригожей, то есть полезной этим программам. И что тогда с этой женщиной в твоем пространстве? Е- а, Вот оно что. Это снова проявилось вот это ее желание избавиться от рептильного кода. А на самом деле рептильный ген, как они говорят, это связь с магическим сознанием, потому что генетическое пространство сохраняет информацию о характеристике энергий. А энергия и информация – это одно и то же. И когда человек взаимодействует с темным миром, принимает решения, которые приводят к смерти, то это и характеризуется как рептильный ген, потому что так оно есть. В человеке нет рептильного гена изначально. Он его получил, я слышу, путем модификации сознания. То есть вот эти пси-технологии, которые использовались, начиная от описанного в Библии, да, то есть это не картинка, как было на самом деле, а это принцип, как происходит, да, как происходит уничтожение человеческого сознания. То есть когда человек, вот это я вижу снова, как вкусил, вот это зло, вот это насилие, Видит, да. видит ли Алуа, к чему привело ее желание избавиться от рептильного гена, от того, что она Она вкусила? видит, и вот эта змея снова, которая с двумя головами, как будто бы в один глаз и второй, я передаю Алуа, что она желает отменить ее решение записываться в эту школу Меньшиковой, иметь связь, любую связь с магией. И я вижу, что она вот берет эту собаку, Алуа берет эту собаку и отдает вот этой женщине Меньшиковой. Просто берет эту злую собаку черную и отдает Меньшиковой. Сейчас и я вижу, как она эту цепь отвязывает от себя и передает Меньшиковой. И я вижу, как этих капуцинов, которые сзади стоят, их как будто бы вот током ударило. Я слышу сила возмездия, карму никто не отменял. То есть на что они притянулись, за что боролись, на то и напоролись, как говорится. Пусть Алуа приказывает им забирать все свои воздействия, пусть отдает ему всю карму и приказывает Я убираться из вижу, ее пространства. как в секторе магии она топчет, как-то как будто бы прыгает, топчет ногами эту маску. Я передаю ей, чтобы она очистила все ее пространство от взаимодействия с этой гадалкой, со всеми гадалками и с этой Меньшиковой,
Пусть расторгает контракт, забирает ее божественную душу. И я вижу, что она вот как будто бы топчет маску. Синяя маска такая голубая. М. Может, зеленая. Или как какая-то она то голубая один раз я вижу, а второй раз как будто бы зеленка такая, зеленая маска. Снова голубая. Она топчет. Я слышу посвящение духу. Это акт инициации, посвящения. Видит ли Аллах, к чему это привело? Сейчас, да, я сейчас хочу посмотреть, что это в эфирном плане обозначает. Я слышу предать себя, накликать зло. И снова вижу этих черноморов, которые ходят вокруг. Но сейчас они ходят, извиняюсь за выражение, ну, там уже такой портал в виде женского органа. Ну, и так звучит оно. И они уже вокруг этого ходят. Какие-то у них там свои заморочки магические. Аллах видит, к чему она подключилась через этот ритуал магический? Она говорит, я вижу и осознаю, и берет вот эту змею, которая проявилась, но уже такая тоненькая, маленькая, двухглавая, от этой меньшиковой, и просто тыкает в этот эгрегор, и оно получается вот так, как будто бы, знаешь, как сигарету какую-то тушат, и она так шкварчит. А вот там вот это шкварчит так в секторе магии, когда она эту змею туда засунула. Это как электрический разряд. И я вижу, как Алуа буквально как будто бы зубами раскусывает эти ленты такие. У нее руки все еще связаны. А вот эта змея вот так как-то между рук. И она ее берет, как будто бы хочет зубами откусить. Я сейчас посмотрю, в какой момент эта связка произошла. Я слышу гипноз. И что происходило на физике в этот момент? И снова вижу этот, слышу экран, какой-то магазин. Какой-то магазин, и там Илья. Илья идет в магазине как будто бы и вот так кого-то зовет. Зовет. И у него руки такие, и пальцы становятся такие, как магнетические. И рука увеличивается, увеличивается, и он так зовет. Зовет, и рука такая же, как вот этот человек гипнотический, был плотный белый цвет. И я И как слышу, это? что он зазывает сжечь маски. А, сжечь мосты считывается. И как этот гипноз влияет на его Аллах? Ну, я слышу, что это сжечь мосты с будущим. И она буквально вот так как будто трогает вот так руками, там, где сектор будущего, и оно все закрыто, потому что вот с левой стороны, где ментально находятся навязанные гипнотические программы, вот эти энергии, такие же белые, плотные, они как будто бы застилают все, и она ничего не видит. То есть полный разрыв с реальностью. И я слышу доминация духа презрения. Он, Видит ли это все Аллах у себя в пространстве? она говорит, что видит, и смотрит и говорит, они навязали на меня программу жертвы, программу, и показывает на вот где ее голова, над головой такой, как пирамидка такая длинная. Это как шапка вот эта колдовская. Это соучастие. И я вижу, как этот Илья
вот так зовет людей, и они вот так приходят, вот это мнут ногами эти маски, и присоединяются к этим черноморам и сами начинают ходить вот это по кругу. Получается вот такой круг, ну, как ураган, вот так имеет такую конструкцию. И Видят ли это считываются все, Аллах? соучастники. Я не услышала, что ты сказала. Видит ли это все Аллах? Она говорит, почему-то не вижу, а говорит, что осознаю, и у нее вот такая черная пасть, имплант такой, как черная пасть. Это собаки этой. Просто отпадает, как челюсть. Вот. И я вижу, как у нее вот здесь засияло все, и шея, и сердце. И я вижу, как она взмахивает руками. Я спрашиваю, видит ли она, что произошло во время. Только посмотрю на это топтание маски, слышу инициация. Контракт. Так, Я какой же приказываю контракт? всем сторонам этого контракта проявиться. В секторе интерферентов появляются какие-то люди, которые как будто бы танцуют или бежат, а у них на головах такие спруты. Кто они такие? Какая-то, и одна вырывается вперед, как женщина, как будто бы женщина-египтянка, бежит вот так вот, ну, мультяшно так, то есть это программа, мультяшно так выглядит это все, она бежит вот в профиль, а у нее на голове так вот шевелится этот красный огромный спрут. Так, я ей сказала стоп. И она выбежала как из сектора интерферента. Именно женская фигура, и у нее на глазах такие шары огромные. Виктория, кто истинные стороны этого контракта, кто приказывает проявиться? В этой женщине я узнаю лицо монастырской Моны, вот с этими ее глазами. В Считывается чем, африканская колдунья. в чем суть контракта? На что согласились? И тут же, то есть это в одном прямо, как в одном предложении находится вот этот эгрегор, я вижу, эта ситуация, где они сжигают этих ведьм. А почему-то Мона считывается как африканская ведьма. И в ней вот этот дух этой ведьмы, которая была как какая-то африканская такая, ну, первобытная женщина какая-то. Виктория, в чем суть контракта? Не слышу. Сжечь маски. То есть там все, там идет блок. Сжечь маски. Чей это блок? Кому он принадлежит? Я вижу как будто бы черная рука из сектора интерферентов, которая вяжет черными нитками, как свитер, как какую-то Кто кольчужку находится такую. в секторе интерферентов и приказывает проявиться? А кто это? Звучит: "Я есмь дух Люцифера" из этого открытого Мгм. портала. Почему-то так и говорит: "Есмь, я есмь дух Люцифера", говорит. Странно так, пафосно. Что он делает в пространстве Аллаха? Он говорит: "Заключаю договор". И так печатку пух поставил.
Какой договор? С кем? Он показывает, что в его пространстве находится вот этот дух, вот эта сокровенная часть, высший аспект души, дух человечности. То есть тот код человеческой души, который отличает живого человека от демонических программ, от демонических структур, антимира и всей этой астральной нечисти. Виктория, какой контракт он заключает? Он говорит о продаже души и показывает вот этим черномором. Почему-то их уже не один цельнозор, а их много. Цельнозоры, черноморы. О продаже чьей О, души? ну, алуа. То есть получается так. Вот эти черноморы. А почему их много, интересно? Давай посмотрим. Да? Кто они такие? Приказано отвечать. Я вижу, что это выглядит так. Я слышу, что они расщепились. Вот это сознание Ильи, оно как будто бы вот так вот распалось на эти черные такие горошины разлетелось. А эти люди считываются как сотрудники люциферианского проекта черных магов. И в секторе магии это уже идет во множественном числе, как черноморы, цельнозоры, потом люциферианцы, и там они это все там пляшут, как дикое племя. Виктория, вернись к контракту о Да. продаже души Алуа. В чем его суть? Там оно считывается, что не один раз, а множественные контракты, и у этого Люцифера как будто бы рука перестала его слушаться, и постоянно вот так, знаешь, как по инерции, так пух. То есть эта программа штампует эти черные печати, считывается дубликация контрактов. Так, а кто ответственный за это? Я слышу, что это взлом психики. Это взлом психики. И когда это произошло? Многие это помнят. Когда произошло, вижу ситуацию, как будто бы Алуа кто-то усаживает на такой табурет с такой пикой и сверху так вот таким символом. Этот символ, я слышу знак цельнозора. И что происходило на физике в этот момент? Я вижу на физике, она ее заставляет Надя как бы рисовать этот. Но я Нади не вижу. Я вижу ее, как будто бы ее программы вот так удавливают, и она сидит возле компьютера и как будто бы на клавиши нажимает. Я слышу, что пишет любовное письмо Люциферу. И что тогда происходит? Есть ли какой-то контракт? Да, вот этот контракт, и я вижу, что появляется такой символ, похожий на инь и янь. Вот так как оно перевернулось, и черная энергия в нее потекла, и вот эти множественные контракты, а вот эта божественная душа переходит в пространство магии и пространство антимира. То есть Да. Видит ли Алуа, что, к чему привело это ее письмо, на что она согласилась? ну, это письмо, это, ну, как бы метафора такая. Вероятно, она ничего там не писала, но это так считывается, ну, метафора так.
Видит ли она этот контракт? Снова у нее вот так здесь, где губы, появляется такой, как клюв черный, который как будто бы тянет у нее энергию вот из губ, изо рта. А, Снова вот эти, слышу, капуцины. Странное какое-то племя. Мгм. И когда этот имплант впервые появился? В пространстве Алло? Я слышу то ли Фиджи, то ли что-то вот так вот. И в секторе магии как будто бы кто-то пляшет. Но это мужчина. Кто он такой? Приказываю не отвечать. Так, он тоже стоит как-то в такой позе, как это Оксана, это колдунья, и говорит, что он говорит, что какой-то в черном костюме. Кто он такой? Я приказываю не отвечать. Он говорит, что он ее муж, и у него вот здесь как будто бы их два, а не один. То есть его энергосфера и рядом еще одна. А он одержимый, и у него как бы две души. Одна, он вот его, и еще какая-то считывается как прицепная. Что он делает в пространстве Алло? Я вижу, что он говорит, что он рисует рисунок. И я вижу, как он привязан к какому-то объекту еще ниже, чем он, к черному, а в ее пространстве рисует какие-то звездочки. Мгм. Что он делает? Приказываю. Говорит, что относит ее в первобытный строй, что он ее погружает во времена тьмы. И я вижу, что эта магия, которую он использует, он все это держится, я слышу, на внутриутробных блоках материнской нелюбви. Мгм. Видит ли это все Алло? М? Видит ли это все Алло? Она говорит, что она осознает, и вдруг вот этот имплант, этот клюв, он у нее исчезает. А этот муж? Ничего, он стоит там. Есть ли какой-то контракт Алло с ним? Брачный контракт есть. Хочет Алло его расторгнуть? Да, она хочет. Да пусть она это сделает. Да, я ей передаю, что он находится в секторе магии, пусть приказывает ему в одностороннем порядке забирать всю его магию. Буквально я считываю вот эту программу, она считывается расстрел, которую он навязал ей. Оно выглядит, как будто бы он стреляет из какого-то автомата этими черными энергиями. Я передаю Алуа, что это всего лишь иллюзии, это его фантазии, пусть он забирает все воздействие. Я вижу, как она эту собаку, вот этого духа собаки, которая кусает, на что эти все колдуны притянулись, тоже ему передает. Мгм. Я передаю ей, чтобы она приказывала, пусть он забирает его руками, всю его магию. И снова вижу эту руку магнетическую этого Ильи, который зовет. Я вижу, как эта маска, которую она топтала, возвращается в сектор магии и потом в сектор интерферентов. Она отменила
вот отсюда, пошла в сектор принятия решений. Она отменила это решение. Я вижу, как эта маска буквально одевается Илье, ну вот, на 2 уха, как будто бы вот сама по себе она оделась ему на лицо. И я вижу, как он начинает быстро перебирать ногами, быстро-быстро топтать эту маску. Не маску топтать, а вот эти движения делает, а маска у него на лице. И снова слышу, что отупел. То есть вот этот эгрегор, это эгрегор отупения. Я передаю Алуа, чтобы она отдала все те программы отупения, которые усиливает Илья Мамаев с его сектой этих черноморов. Пусть все они убирают все воздействия от нее, их же руками, а она пусть отменяет. Я вижу, как она с головы вынимает, выбрасывает этот символ цельнозора, а он выглядит как такой живой светящийся объект. Я слышу, наделен разумом. Это какой-то, я слышу, секретный объект. Это какой-то секретный объект. Давай рассмотрим, что же это на самом Да. деле. Оно вот так В вот чем движется, как суть? будто бы живые ножи такие. В чем суть этого объекта? Он имеет отношение к сектору магии. Я слышу разработка какого-то НИИ, институт мозга, высшая математика, какая-то высшая психология, научно-исследовательский институт мозга, наверное, Санкт-Петербург. Я слышу столица масонов. И как этот символ воздействует на человека? Я слышу, разрывает связи, буквально вот это как движется, это материя запрограммированная, она разрывает связи, я слышу, между вот этой божественной душой и сознанием, прерывает цикл, я слышу, возрождений, и вот этот туман появляется, заграждает будущее. То есть вот этот процесс творения своего будущего полностью прерывается, отключает от, я слышу, вдохновения и буквально вот так передает в руки, кого в руки? Кому в руки передают? Считывается как люциферианское царство, эгрегором власти над душой. И вот эти разноцветные, то есть магии, Мгм. это и Это- как эгрегориальные структуры, Мгм. которые А уходят на утилизацию. как этот символ внедряется в человека, в его пространство? Ну, я слышу принятие, путем принятия, соглашения, Принятие чего? доверие, ну, символа принятия, это манеры поведения, я слышу. А как защититься от этого символа и от его воздействия? Не принимать. Все же дано по воле человека. Человек хочет, занимается этим, да, а он потом уже делает подсознательно всю работу автоматически. Давай передадим информацию об этом символе, о том, как он воздействует на людей, что он с ними Кому делает передадим? в общее пространство. В общее пространство. Но пусть Алуа передает, в первую очередь пусть приказывает этому Илье Вот. забирать его ложь, потому что это магия насилия.
и пусть показывает. И вот я вижу, как с нее вот этот нож, вот эта живая субстанция, этот символ, буквально вот через этот портал открытый, который мы видели в начале, вот так, ну, тяжело, но он вылазит. Как будто бы вот так вот вылазит. Я передаю Алуа, чтобы она, вот вижу, кольцо отдает какое-то в сектор интерферентов, как будто бы золотое кольцо. Я посмотрела, почему именно золотое оно, колечко такое. А я слышу корысть. Ну, Кому она конечно же, отдает? человек какую-то корысть преследует, передает вот этой сектор интерферентов, вот эта женщина, которая бежала там, как будто бы обнаженная женщина, полудикая какая-то, с этим э, с прутом на голове. Это Мона. И что происходит, когда Аллах отдает ей это кольцо? Ну, я вижу, что у нее в голове как будто бы начинают ножи резать. То есть она получает карму. Да, там был еще контракт между ними с каким-то блоком. Что сейчас этим? Эти блокировки – это те психоэмоциональные состояния, память негативная, на которую этот негатив привязывается, потому что оно вылавливает аналогичные энергии: страх, подчинение магии, программы жертвы и так дальше. Я передаю Алуа, что она божественная душа. Она сейчас может отменить то решение. Я вижу, она встает из этого кресла, и такая вот эта программа была, которая ее как бы вдавливала туда, магнетическая. И она этот стул с этой пикой, вот в сектор магии, он просто в лоб, как в третий глаз, как будто бы Моне входит. И я передаю тоже Алуа, что она может передать Моне тоже всю ту информацию и всем этим последователям, адептам, чтобы они понимали, что происходит в их пространстве. И вот она выходит, и я слышу, как пение такое. Я передаю Аллах, что она полностью расторгла эти контракты и вернула свою божественную душу, свой код души. Я вижу, как она буквально рыдает, плачет и вырывается, как будто бы ее привязали к столбу, и она вырывается. А вот этот ритуал, где какой-то ритуал или что это такое, где ведьм как будто бы сжигали, это принятие, то есть человек самовнушаем. Я вижу, что она как бы приняла на себя эти программы, и как будто бы это Алуа там привязанная. И она вот так вырывается оттуда. Я передаю Алуа, что это всего лишь программы. Она живая божественная душа. Пусть она разрывает этот контракт и отменяет свое решение вступать в эту колдовскую школу. И что происходит? Огонь горит. Там, где правая нога, там горит огонь. И вся правая нога, как будто бы это такой вот треугольник. Ну, вот как костер делали из таких веток в виде такого, чтобы разжечь огонь. И вся правая нога как будто горит. Я слышу, Чья это что энергия? это решение привязать себя к колдовскому эгрегору. Осознает ли это Аллах? Так, а кто это в этом виноват? Что это за школа? Потому что это с правой стороны, а привязки каким-то образом почему-то я вижу, как будто бы разорваны вот так вот. И это в ее пространстве. Там у нас была Ксения Меньшикова, Варвара Эванс, ведьмина изба, еще мама с двумя бабками, одна, которая Медина. Нет,
это вот эта, которая водила по этим местам, где ведьмы эти, но почему-то связи с ней разорваны. Аная? Я же у тебя хочу помощи, прошу, потому что связи разорваны, и я не слышу этого. Почему-то там срабатывают очень сильные защитные механизмы в этой Хорошо. Анае. Сейчас. А, Так это все-таки Аная? Или лучше Я не сейчас знаю, уточнить? Тогда, алло, камеру на себя наведи, пожалуйста. да. И кивни мне головой, кто тебя водил по этим всем ведьминым местам. Ксения Меньшикова, Варвара Эванс. Варвара Эванс, да? Меньшикова. Аная. Ты Пусть давай по включит и очереди. тихонько скажет, Хорошо, включи и скажи только только, тихо. кто. Только тихонечко. Ксения Меньшикова. Мгм. Ксения Меньшикова. Надо посмотреть, потому что оно выглядит вот так. Вся правая нога, а, вот это пылает, как бы где кость, там это все пылает. Вот это такой треугольник, черное вот это все. А там, где сектор магии, где она находится, там находится этот белый такой вихрь, считывается как гипноз. Она использовала гипноз для того, чтобы, я слышу, передача кармы. И до сих пор я не слышу, не вижу, кто там находится. Это такое плотное вещество. Это именно как этот червь был гипнотический, как эта фигура. То есть это тот гипноз, который застилает глаза человека, чтобы человек не понимал, откуда идет эта угроза и кто это сделал. Это буквально, я слышу, переброс кармы. А сейчас прозвучало. Приказываю. Да, школа Меньшикова. Я вот слышу и вижу, как эта черная энергия от ноги Алуа перетекает в сектор магии, и она буквально вырывает свою ногу, ее нога, вот почему говорят, Баба-Яга– костяная нога. Нога у Алуа в эфирном плане выглядит, как будто бы вся плоть съедена, и только кость торчит. И нет вот этой части ноги, которая ходит. Стопы нет, а просто торчит такая кость, и энергосфера вот так вот как съедена считывается. И там в этом эгрегоре все, вот сейчас слышу, и Аная, вот эти все, Цельнозор, вот эта вся магическая свора, они все там пожирают. И вот это, то, что я видела в начале, что они как бы облизываются, как нажрались этих вкусняшек, да? Это все вампирические структуры. Я передаю Алуа, видит ли она так спокойно стоит, такая большая энергосфера, большая, а вот здесь она, сейчас я посмотрю, как бы сзади нее смотрю, а у нее на глазах такие, как черная повязка такая. Она смотрит вот так, и у нее вот здесь вот такая, знаешь, где внутренний экран, она вот сюда смотрит, чтобы увидеть, осознать, а у нее буквально соскальзывает внимание именно вот туда, в этот колдовской эгрегор. Я ей Кто передаю хозяин всю эту этого информацию. Ну, это все хозяева, храма? которые мы уже рассмотрели. Эту всю информацию передаю. И чтобы она приказывала этим, отменяла ее решение посещать все эти школы, и пусть она поднимается вверх. Ну, подсознание её очень плохо работает, я тебе скажу. То ли она Что не с ногой? включается, то ли чем-то другим занимается, что-то не то. Смотри, что сейчас с ногой. Алло. Ну,
С ногой все то же самое. Я ей передаю, видит ли она вот эти черные очки у нее на глазах. Пусть она приказывает этим колдунам, и она, ну, убирать это все, и вдруг она хватается за сердце и кричит «гипноз». Я ей передаю, чтобы она обратила внимание, где ее код божественной души, это ее сокровенная часть, и пусть она закрывает этот портал. Да, это гипноз, который держится вот на этом воспоминании о собаке. Я ей передаю, чтобы она отвязала эту собаку и пошла другой стороной, и чтобы она приказывала этой собаке убирать ее воздействие от нее и всем тем энергиям, которые побудили эту собаку покусать ее. И я вижу, как собака вот так отвалилась, и отвалилось вот это событие побоище. Я передаю Алуа, что это ее пространство, и она сейчас может отменить ее решение ходить к этой ведьме, обращаться к ней и ходить к ней на свадьбу. И я вижу, как буквально от этого события, как будто бы сверлом, вот так просверлен в ее будущее Алуа, вот этот портал. И я вижу, как она вот эту одежду снимает, и как эта танцовщица, она как будто бы крутится, не танцует, а вот так как-то крутится и показывает себя, то есть демонстрирует себя, что вызвало зависть у этих женщин. И она эту программу тоже как будто бы вот прячет куда-то, закапывает. Я кажу, ну, и вот с этого момента я вижу, как она как будто бы закапывает эту черную программу, и возвращается ее божественное я. Она буквально как будто бы я вижу, как вылазит частица ее с ее лицом. Оно как-то выглядит странно, как будто бы рыбина такая какая-то вылазит с ее лицом. Я передаю, чтобы Алуа очистила ее, и она вот так ее отряхивает, очищает, и чтобы вернула себе только то, что принадлежит ей, а все чужеродное пусть отправляет в портал. Ну, она действительно вела себя некрасиво, она это признает. Вот. И она может Я, отменить, да, это да, событие. конечно, Не вести может. себя как хочет, она Да, пускай. да. Я не знаю почему, но она одевает хиджаб. Почему она называет? Спроси меня. Я вижу, что это программа, которая притянута вот из сектора магии. Там кто-то сидит. Кто находится в секторе магии и приказывает? Я слышу Фиджи. Что он делает в пространстве ума? Я вижу, что он скручивает ей руки, как арест, как будто бы. Магическое воздействие. Он пытается навязать эти программы подчинения его персоне. Передай информацию Алла, что она вправе отказаться принимать что-либо чужеродное. Пусть она отдается его воздействию, всю карму. Я вижу, что она ему отдает вот это тоже золотое кольцо. Говорит, я пренебрегаю тобой. Говорит, что она уходит от него. Я передаю Алуа, что она может сейчас отменить знакомство с ним, отменить все контракты с ним и все. Да, она отменяет, но я не вижу как. Вот это понимаешь? И она поднимается вверх. Вижу, как ангел у нее крылья появляются. И она оказалась вот в секторе Первотворца. Я передаю, чтобы она Посмотри, очистила все ее пространство.
Да, как она сейчас выглядит? Я вижу, как она вот так раз подняла вот эти программы предательства себя. Знаешь, как фуражечка такая над глазами. На раз я передаю ей, что она может полностью избавиться от этих программ предательства себя и других и начать жить сегодня, здесь и сейчас. Ну, я вижу, что все уже вот так вот плывет, то ли я уже устала, выхожу. М, Нужно сеанс заканчивать, передать Да, информацию Алуа, чтобы она наполнялась силой, энергией. да, поднимаемся в самый верх, Да. наполняемся энергией жизни, любви, гармонии. Прощаемся с Алуа. М, Да. Поднимайся в самое верхнее пространство. Ей не хватает, ей нужно попрощать. Это практики дыхания. У нее претензии к антимиру. Она им говорит: вы обидели меня. У нее это непроработанные эти психоэмоциональные блоки в теле, поэтому вот так все туго идет. То есть вот эта обида у нее есть. Я вижу сейчас этот момент, как она перед сеансом, ну, как бы плакала, то есть проявляла вот эту программу жертвы. Ей нужно это все отпустить. М, Но Хорошо. сеанс все равно нужно заканчивать, потому что Да, да, уже закончился, то есть этот, тогда прощаемся с Алуа. да. Поднимайся на самое высокое пространство. Да, я передаю Очищай. Алло тоже, мы все, чтобы мы поднимались в высокие пространства. Вот мы договариваемся, отсоединяемся от всех, отсоединяемся от всех и всего, очищаю все Да, пространство. проверяй, очищай, закрывай все порталы, все замороженные ситуации. Мгм. Тоже, да. Да, да. И тогда я посчитаю от 1 до 3, ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Ну, я благодарю, конечно, стало намного легче. И на физике я, конечно, уже стала опять снова за своей диетой следить, то есть пересмотреть все, то есть опять буду восстанавливаться. Ну, благодарю вас все равно. Много чего вышло. Ну, я так разобралась опять с этим, с этого детства все пошло, все эти издевательства над клитором. Становится все ясно. Да, это неожиданно было. Не ожидала, что это опять. Да я вообще, честно говоря, не помню своего детства до 3 лет. Я просто ничего не помню. Pitch Black, вот ничего не помню. Ну, теперь понятно, это мое Ну, подсознание. смотри, это мы уже видели и не один раз. Они и на физике пытаются доказать, что кем-то кто-то был. Я очень Мгм. сомневаюсь, что Илья был Сталиным, но А, для кремлевской пропаганды это очень важно. Почему? мгм. Потому что когда человеку или группе людей приходит в голову создать новую какую-то секту, то они создают, конечно же, сценарий. А на что именно они будут ловить людей? Мгм. Потому что, ну, не каждый, я тебе скажу, не каждый пойдет в школу, записываться в школу, где открытым текстом пишут: основатель и руководитель школы, автор книг по развитию магических способностей. То есть человек, я бы на такую школу точно бы не пошла, да, но зато меня можно, наверное, над чем-то было чем-то другим подловить. Точно так же все эзотерические вот эти, это психотронное оружие, все эти секты, множество религий, сект, это все психотронное оружие. И у каждого свое. И они таким образом ищут подход. Пусть эти люди в этой секте Цельнозор полным ходом занимаются магией, но мы об этом им не скажем. Мгм. Да.
Пусть они думают, что вызывание шариков – это не то же самое, что вызывание духов Пушкина или кого-то еще. И давайте мы им не будем говорить, что это такая же черная магия, как и вот эта изба или что-то, или какая-то другая, да? То есть Мгм. каждая секта имеет свой направленный вектор и свои крючки специальные. Потому что смотри, как оно устроено. Есть церковь сатаны, есть? Есть открытые секты, где люди заявляют, а вот мы такие плохие ребята, вот мы всех там почикаем, вот мы такие злые, все магичные, все такое, да? А другие говорят, мы все белые и пушистые, и мы никому не скажем, что мы педофилы на самом высшем уровне, и мы не скажем, какие черные ритуалы, какой черной магией мы занимаемся и что мы тут делаем. Мы никому не скажем, а будем у нас в магазине на нашей вывеске будет написано, что мы хорошие ребята, да? То есть вывеска не соответствует тому, что лежит на прилавках. Но на самом деле мы будем заниматься черной магией. Мгм. Вот. Нет, это тоже все я уже осознала. Я же говорю, то есть я уже реально посмотрела, что я как бы всю жизнь я просмотрела, я поняла, что я никогда сама себе не принадлежала. Вот это все, это реально все почувствовала. Я уже, конечно, я все осознала, понимаю, что все это глупости, вся эта магия с с их эзотерикой, все это глупости, все это я понимаю. Но вот сейчас вот хочу, вот нужно все это стряхнуть и все, до свидания, все, не надо То мне есть, этого. смотри, это все нужно очень сильно включиться над собой. Я помню, как я самоотверженно выполняла упражнения психологические, как я каждый день дышала. На протяжении 1,5 лет я практически не пропустила ни одного раза. То есть почему? Потому что какая бы ни была тема, прощение мамы, или прощение отца, или прощение соседа, или прощение банка, или прощение денег, мы освобождаем свое физическое тело, которое напрямую связано с нашей психосоматикой, от этих блоков. Когда человек говорит, это мне вредит, это говорит, что он дошел до тех блокировок, которые вот-вот должны разрушиться, что именно там находится эта магия, находится этот гипноз, который вот-вот разрушится, но нужно сделать еще какой-то шаг, еще какие-то усилия. Но человека это пугает, и он останавливается. Поняла. Потому что Я, зазомбироваться это очень просто. ну, 3 надеюсь, шага нужно человеку, чтобы зазомбироваться. А чтобы раззомбироваться, это очень тяжело. И способны раззомбироваться только те, которые вовремя выскочили из этой системы, которые распознали, почувствовали и вышли. У них есть шанс. Те же, которые этого не сделают, у них никакого шанса раззомбироваться нету, потому что нет таблетки, нет лекарства, никакие психологические практики им не помогут, если человек не хочет. я надеюсь, я не разочаровала вас. Думаю, А мы тут при чем? да, Ты ну, что? не хочу, чтобы я свое и ваше время. Ну, теперь я... Смотри, да, результат был чудесный. Почему? Потому что впервые за все твои сеансы всплыло вот это, я просто увидела вот этот символ сильнозора. А он был скрыт, я его тоже не видела. А почему я не видела? Ну, возможно, я бы его увидела, если бы я им занималась, да? А так как я не занималась, то есть я вижу, я телепат. Я считываю только то, на что человек готов. Если человек готов что-то осознать, если он готов включить это в свое сознание, и если он готов это проработать, тогда, конечно. То Да, есть я... эти сеансы, тогда эти сеансы несут больше информационный вклад. Но ты столько сеансов имела, что, может, возможно, тебе не хватало только этого одного, чтобы это связать в кучу. Потому что использование именно коучинговых вопросов и регрессивной аналитики дает очень хороший результат, потому что включает
наше осознание, и это подталкивает подсознание. Так что не надо себя ни в чем винить. Ну, кроме того, мы долго работали, и работа телепата – это не более 1,5 часа. То есть час – это эффективное время. То есть не надо на себя там навешивать, это может быть просто связано с моей физиологией. Все. Тем более, что я сегодня уже провела очень продуктивную коуч-сессию, даже 1,5. Так что наговорилась, как говорится, занималась уже. Да. Вот. Так что... Возможно, этого нужно было соленькой, именно с Ольгой провести. Спасибо. Ну, вот это так хотела очень завершить с этим гипнозом. Я вот прям все, я все поняла. Смотри, гипноз – это не такое уж страшное, как нам это рисуют. Да? Человек на самом деле сам способен разгипнотизироваться. У меня был такой опыт, я знаю, что это, как это работает, ничего там сложного нету. То есть нужно просто осознать, кто я. Почему сейчас идет очень сильная атака пропаганды, чтобы уничтожить в человеке вот это зерно человечности. Почему? Потому что человека делает человеком его высшие духовные ценности. У нас только 2 вектора может быть. Или вектор развития, это любовь, гармония и принципы. Все записано в 10 заповедях. Самое важное – это то, какие ценности несет любая информация. Так любая информация, любая школа, любой человек несет или позитивную информацию, которая помогает человеку развиваться, или, извините меня, когда открываешь это канал, и там вот эти помои, вот это канал Цельнозор или Моно, и вот эти помои, да, то есть это зазывание к агрессии, к ненависти, антисемитизму. О чем это говорит? Это говорит о неспособности человека воспринимать коны Вселенной. То есть он не способен это чувствовать. Вот то, что мы это видели с этим клитором, это может быть все очень условно, иметь отношение с каким-то буквальным ситуациям. Точно так же, как через эти органы, да, на физике мы чувствуем другого человека, да, это же обоюдный контакт, да, и мы входим в взаимодействие, вот точно так же они уничтожили, возможно, именно там находится эта точка, да, это взаимодействие чувствования Вселенной и так дальше. То есть и человек, который... Для меня это очень... Смотри, мне шлют информацию, как будто бы мне делать нечего, и люди шлют, и шлют, и шлют мне разные видео. О чем это говорит? У них нет доверия ко мне. Они думают, что кто-то, кто рассказывает какую-то информацию, он может мне что-то подсказать. Мне не нужно ничего подсказывать. Понимаешь? Ага, да. Потому что мой опыт, я исследованием религий, культов разных занимаюсь с 20 лет. И у меня очень большой опыт и работы с людьми, как коуча, как регрессолога, как телепата, для того, чтобы выстроить свою стратегию. И моя стратегия, я не копаюсь ни в исторических каких-то историях, потому что это невозможно узнать. Потому что даже если брать оригиналы, то непонятно, какие написаны позднее, какие раньше, какая была там ситуация. И вообще, а если слушать кого-то, мы же выдаем информацию через призму своего восприятия. Христианин будет говорить об одном, буддист будет о другом говорить, какой-то психопат, вот откройте канал Цельнозор, вот это что будет говорить психопат, да? И что его последователи, адепты на своих каналах,
вот это Г, вот это выливают своих ведер, потому что вот ведро как открыли, так и полилось. Насилие, антисемитизм, украинцы там виновны, им земляне, им какие-то инопланетяне виновны. Это бред сумасшедшего. То есть человек не ищет прогресса, не ищет радости, а он ищет войны. Он призывает воевать. Сегодня евреи виноваты. Я говорю, эти евреи какие-то импотенты. Я сколько помню, всегда они хотят. Они все время хотят. Они все хотят и хотят. Пока русские там это все делают, создают эти эзотерические школы, когда в то время, когда они воюют, убивают. Сейчас уже вся Украина на ушах, потому что разоблачили, что в Симферополе готовили вот этот Хамас, который эти зверства повторил. А он что сделал, этот Хамас? Он то же самое сделал, что эти русские сделали в Украине. Я говорю, сколько раз евреи напали на Россию, на Украину? На кого они напали? Почему это они виноваты? Хорошо, сегодня они назначат виновными евреев, завтра они назначат украинцев, послезавтра грузин. Так они и делают. За 3 дня 20 тысяч грузин вырезали. Что они сделали в Буче, в Ирпене, в Украине? Они гениталии мужчинам отрезали живьем, головы. Это насиловали женщин, детей на глазах у родственников. Это не люди, это звери. А почему они это делают? Не потому, что у них есть где-то штамп, что они принадлежат какой-то религии, а это потому, что в душе человека нет вот этого уважения к божественным конам жизни. Потому что только есть прогресс, любовь, это есть путь любви, которая ведет к жизни. И есть путь ненависти, который ведет к смерти. И вот эти все эзотерики, они пропагандируют вот этот путь, деструктивный путь, который ведет к разрушению, к смерти, к агрессии, к ненависти. Это путь в никуда. А люди думают, что это просто так, да? Я вот, до меня вот сейчас потихонечку доходит, что вот это действительно очень важный сеанс был, такой наиважнейший, потому что я вот только сейчас, вот, я с каждым разом ощущаешь вот это чувство, что пребываешь в чувстве иллюзий, ты как капуста такая, раз, слой за слоем, да, а вот сейчас вот такая самая кочерышка вот эта я дошла, и вот и я поняла, что вот все это время вот с самого рождения, как дитя малое, вот, то есть я вообще жила в каком-то неведении, сама себе вообще не принадлежала, какой-то полнейший гипноз с самого начала. Вот, к сожалению. Вот, хорошая новость это то, что действительно я это поняла, ощутила всю вот эту. Это, по-моему, наилучший результат нашего сегодняшнего сеанса. Вот ради вот этого слезы, надо было столько всего рассматривать. Вот это да, самое вот прям... возможно, нужно было пройти через этот цельнозор и через все это, аж вот слезы у меня, вот этой радости. Думаю, вот это, какой кошмар, вот так, как я жила раньше, это не жизнь. Это какой-то сплошной, это вообще-то это какая-то пелена. Вот я сейчас вот последние недели вот это я четко стала ощущать. Вот как вот самого я вообще никогда ничего. Это как весь какой-то кошмар, какая-то как чужая, это не мое. Вообще, как я вообще выжила, чудом уцелела. И вот, а ты говоришь, что нет результата сеанса. Вот он, вот. Да, это вот я прямо из себя сейчас выдавила, я вот сейчас начинаю, прихожу в шоке, я пребывала. Все прекрасно.